Сегодня я хочу поделиться самым простым и прибыльным способом размножения очень красивых цветов, которые порадуют вас цветением уже с весны до прихода осенних заморозков. Эта тема будет интересной всем любителям георгин, но не обычных, высокорослых, которые зацветают лишь со второй половины лета, а низкорослых, обильно цветущих сортов под названием бордюрные. Эти чудо-растения выше всяких похвал. Объясню почему. С низкорослыми георгинами я познакомилась несколько лет назад. Тогда я приобрела неизвестный мне сорт в садовом павильоне рынка. Куст порадовал своей компактностью, яркими, крупными цветами и длительным мобильным цветением. Именно это растение подвигло меня присмотреться к другим сортам бордюрных георгин. И я открыла для себя настоящий цветочный рай. Глядя на эти восхитительные сорта, их расцветки и крупные цветы, невозможно в них не влюбиться. Чем мне нравятся низкорослые георгины? Они простые в уходе, цветут роскошными букетами очень долго. Такие сорта можно высаживать на переднем плане клумб, вдоль дорожек и даже выращивать их в контейнере на террасе или городском балконе. Как раз для этих целей эти сорта и были выведены. Их еще называют георгины патио. Если поискать в интернете, то по этому запросу вы найдете разные сортовые серии. Я же остановилась на низкорослых георгинах Гейлери. Для справки это чудо вывел голландский селекционер Гебр Вервер. На создание своего шедевра у него ушло более 15 лет, но оно того стоило. Могу ошибаться, но на сегодняшний день серия уже насчитывает 25 сортов. Эти превосходные растения были созданы для выращивания не только в открытом грунте, но и в кашпо. К примеру, если вы захотите на все лето до заморозков украсить роскошным букетом свою веранду, балкон или даже домашний интерьер, то георгины патио отлично подойдут. Высота этих растений не превышает 30-50 сантиметров. Кусты не разваливаются и не требуют подвязки. Цветут шикарными шапками с многочисленных крупных цветов. А чего стоит их яркая окраска и густо набитая лепестками форма. Любоваться такими георгинами хочется бесконечно. Размер соцветия может достигать 15 сантиметров, и таких на одном компактном кусту немало. Словом, одно растение– это восхитительный букет, который будет вас радовать все лето до глубокой осени. И это еще не все преимущества георгин патио. Несмотря на компактность, стебли низкорослых сортов очень прочные. Их не разламывает ветром, а сами цветы не портятся дождями. Конечно, при условии соответствующего ухода. Кстати, агротехника выращивания от обычных георгин особо ничем не отличается. Так как эти сорта без преувеличений уже стали мега популярными, и их многие хотят иметь в своей коллекции, я решила размножить эту красоту. Что-то оставлю для себя, а что-то, возможно, продам. Как получится. А самое приятное, что выращенные этим методом георгины зацветают уже весной. Многие садоводы, наверное, догадались, что речь пойдет про черенкование. О преимуществах данного метода тоже многие знают. Самое основное– это то, что вы сможете быстро увеличить количество новых кустиков. Для бизнеса это идеальный вариант. С одного здорового клубня возможно снять приблизительно от 15 до 45 черенков. Что касается дополнительных плюсов, вегетативные растения активно растут и зацветают гораздо раньше выращенных из клубней. У вегетативных георгин цветы более декоративные, крупнее и дольше цветут. Они намного устойчивее, обладают повышенным иммунитетом к болезням и вредителям. К тому же с помощью ежегодного черенкования можно сохранять ценные качества сорта десятилетиями, чего с клубневым размножением достичь невозможно. И еще много разных преимуществ. Как же черенковать? Свои клубни я высадила для проращивания уже в самом начале января, хотя многие подготавливают георгины для черенкования еще раньше, чтобы снять с них больше посадочного материала. Перед замачиванием следует клубни осмотреть, удалить с них все неживое, подгнившее, если такое имеется. Далее я подготовила розовый раствор марганцовки. Выдержать в нем клубни потребуется не менее 1 дня. Вы можете использовать другой подходящий фунгицид. Если вам придется удалить часть подгнившего клубня, срез обязательно обработайте зеленкой или толченым активированным углем.
Главное оставить целой корневую шейку, из которой и пойдут расти молодые отростки. Те, кто еще не знает, это место соединения стебля с клубеньками. Не забудьте повесить бирки с названием сорта, чтобы в дальнейшем у вас не было путаницы. Грунт для посадки должен быть легким, рыхлым и лишь слегка влажным. Нельзя допускать болота. Клубни могут загнить. Для проращивания каждого отдельного сорта клубня я использовала отдельный достаточно объемный горшок или пластиковую емкость. Предварительно выстелила полиэтиленом, обязательно с дырками для дренажа. Сделала это для того, чтобы потом было удобно без повреждений извлечь растение из контейнера и высадить его в открытый грунт. Хотя это не обязательно. Вы можете выращивать свои георгины в кашпо, выставить их или прикопать в саду, а с похолоданиями занести в прохладное помещение. Это еще дополнительный плюс бордюрных сортов, так как вам не придется выкапывать клубни для хранения. Высаженные в землю георгины для раннего проращивания я поставила в светлое и теплое место на кухне. Время от времени сбрызгивала подсохший верхний слой почвы светло-розовым раствором марганцовки. Примерно через 2 недели появились первые ростки. Но спешить с отделением черенков не стоит. В интернете вы найдете информацию, что самая лучшая приживаемость именно у отростков, выломанных прямо у основания клубня. Делать этого не стоит. Во-первых, любые черенки георгин хорошо укореняются. Для подстраховки можно использовать укоренитель, например, тот же корневин. Но из выломанного ростка вы много кустиков не получите. Лучше дождаться хорошей поросли и эти веточки поделить на несколько черенков. У срезанных побегов оставляют несколько почек, из которых вырастут боковые отростки. Таким образом, при желании вы еще сможете снять черенки, а ваш материнский куст будет более пышным, с большим количеством разветвлений, соответственно и цветов. Вы спросите, зачем такое количество георгин? Не только для себя, но и для реализации. Георгины патио, особенно серии Gallery, очень востребованные и недешевые. К примеру, за один здоровый развитый клубень каждого сорта я заплатила около $3. Теперь о процессе черенкования. Отросшие веточки следует срезать очень острым и чистым инструментом, можно даже лезвием, обработанным спиртом. Срез материнского кустика можно припудрить толченым углем. Черенки нарезают длиной по 10-12 см, оставляя хотя бы одно междоузлие. Радует то, что у бордюрных георгин длина междоузлей небольшая. Кто-то делает срез прямо под черешками листьев, другие наоборот оставляют нижнюю часть. Перед заглублением в почву черенки можно подержать день в растворе гумата калия и янтарной кислоты. Можно просто опудрить срез укоренителем и заглубить веточку в рыхлый, слегка влажный грунт. Из опыта моих знакомых, их георгины укоренились даже без стимулятора корнеобразования и без тепличек. Они просто прикрыли сверху прозрачной пленкой, поставили черенки на укоренение в светлое, но не жаркое место. Укоренение почти стопроцентное. Главное не заливать и иногда проветривать. Дальше молодые георгины пересаживают для доращивания в подходящий контейнер. Чересчур маленькие горшки не подойдут, так как георгины растут достаточно активно, наращивая свой корневой ком. Вообще, если вы хотите с укорененного черенка получить не только красивый куст, но и клубни для дальнейшего сохранения и размножения, растению потребуется достаточно места или открытый грунт. В тесных горшках за долгие месяцы кусты могут не образовать клубеньков, так что учитывайте эту особенность. Укорененные георгинчики лучше прищипнуть для лучшего кущения. Макушки также можно укоренить. Не забывайте про свет и подкормки. Для молодых растений дозу берите в несколько раз меньше указанной на упаковке. Ну а про основную агротехнику выращивания георгин, я думаю, не стоит рассказывать. Единственное, что контейнерным растениям, и это касается не только георгин, потребуется больше питания и своевременный полив, так как почвосмесь в емкости будет быстрее пересыхать, а корешки усваивать внесенное питание. Для удобства многие сразу перед посадкой в почву вносят пролонгированные удобрения, которых хватит кусту на весь сезон, но и стоят такие недешево. Также не забывайте про освещение. Если выращивать георгины в тени, без подкормок и постоянно их заливать, даже от самых красивых сортов эффектного цветения можно не ждать.
Искренне советую всем любителям неприхотливых, обильно и долго цветущих растений обратить внимание на эти цветы. Бордюрные георгины – это настоящее чудо и отличный вариант для маленьких садов или контейнерного выращивания. Патиосортов достаточно много. С их помощью можно вырастить неповторимую красоту в виде роскошных букетов на долгие месяцы. Очень хотелось бы узнать ваше мнение о размножении георгин черенкованием. Возможно, ваш метод чем-то отличается. Поделитесь своим опытом в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда оставаться в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.